Ну что, мотоцикл я разгрузил, завел, прогрел, все собрал, стал в сторонку, чтобы никому не мешать своим автобусом и прицепом. И сейчас отправляюсь кататься по горе Ай-Петри. Вчера многие говорили, что кататься здесь нельзя, но опять же везде стоят знаки не съезжать с дорог. Я постараюсь их не нарушать, буду ездить исключительно по дорогам, по проселочным, по асфальтированным. И посмотрю, куда можно здесь выехать и что посмотреть. Вот эти шары, которые я видел со своей стоянки, но запретная зона, проезд, проход запрещен, закрыт, я так понимаю, скорее всего, это какой-то режимный объект, и нам туда нельзя, поэтому поеду туда, куда можно. Вечная память крымским партизанам, не вернувшимся с кровавых полей войны. От комсомольцев 80-х годов. 40 лет победы тогда было. Сейчас уже 75 лет победы, и, к сожалению, таких нету комсомольцев, и не ставят уже новых таких памятников, к сожалению. Вот такие мемориалы ставили. Нержавейка будет вечно стоять. Дай бог, пускай стоит. Я на очередной возвышенности, получается, вот там у меня Ялта, вон там Ай-Петри, и я, получается, ушел, если смотреть на Ай-Петри, я ушел правее в сторону Алушты, по горам еду, смотрю красоты. Я, по-моему, и в этом видео говорил, и вообще всегда друзьям говорю: ой, да я там в Крыму бывал, все знаю, все там объездил. Вот сегодня первый день моих покатушек на эндуро, и я понимаю, что я не видел Крым. Ну, во всяком случае, крымские горы я точно не видел. Вы посмотрите, какая красота.
работы какие-то, вот трубы. Я так думаю, вот эту дорогу пробили специально для рабочих, поэтому можно будет по ней, наверное, вернуться. Она довольно-таки широкая. А эта труба, наверное, воду будут вести по ним. Тут навалено труб, поэтому мне приходится их объезжать. А вон, смотрите, ярко видно вот выраженные что-то как заградительное сооружение, остатки какого-то забора или заградсооружения прямо на краю скалы. Интересно, кому могло понадобиться. Я поеду посмотрю обязательно это место. Сейчас поднимусь вот сюда, здесь вершина классная, там точка триангуляции стоит. Оттуда поснимаю, мне кажется, оттуда вид будет не хуже, чем с Айпетри. Вон оно, Айпетри, кстати, вдалеке. Там, где я припарковал автобус. Вот это вид! Ничего себе! А вы говорите Айпетри. Вот вам Айпетри. И ни единого туриста. Класс. Смотрите, как красиво горы идут. Шикарное место. Из всех возвышенностей, на которых я сегодня был, это прям самое кайфовое. Оно прям вот, ну вот голое, нет никого вокруг. И ничего практически, кроме этого железного треугольника. Вот. Внизу Ялта. Вид шикарный. Сейчас, если честно, жалею, что не взял с собой обед. Можно было бы здесь пообедать. Ну ладно, пойду посижу на краю, посмотрю на красоту. И буду, наверное, выдвигаться в сторону своего лагеря, потому что после обеда обещал своей семье приехать к ним, потому что завтра у моего сына день рождения. Еду поздравлять пацана. Стою на горе, любуюсь Ялтой и понимаю, что сейчас понимаю, что 5 дней, наверное, не хватит мне нахождения в Крыму с мотоциклом. Сегодня первый. И потом еще 4. Что-то мне подсказывает, что однажды я еще раз сюда вернусь. Опять с мотоциклом. Потому что смотреть, не пересмотреть, ребят. Прям супер. Интересное сооружение. Знать бы, каких оно веков. Но судя по конструкции, вот здесь были ступени. Они вот четкое очертание ступеней. Их видно. Из огромных камней. Я не знаю, что это был. Какой-то алтарь, может быть. Или тут было строение, может быть, какое-то. Ну, интересно. Ну, вот ярко выраженные ступени. Вы видите? 1, 2, 3, 4. И вот 5-я пошел забор. И вон эта линия укрепления, она идет до самого верха. Что здесь было, а? Подписчики, если кто знает, напишите, пожалуйста. Это явно не новодел. И
вот ее продолжение. Кстати, вот отсюда видно, что от этой стены отходят как такие срезы, как полосы. Наверное, это были какие-то террасы, возможно. Но не знаю. Ну, камень, смотрите, как уложен. Причем, обратите внимание, камень клали вообще без ничего, без цемента, без раствора. И лежит веками. Надо сейчас нашим строителям показать, чтобы им стыдно стало, что у них все с цементом разваливается. Классно, поеду вдоль стены. Вроде бы как только она закончилась. Микроавтобусик мой вроде в целости и сохранности. Надеюсь, в прицеп никто не лазил. Что, время обеда, я уже перекусил. У меня еда и съемки несовместимые вещи, потому что когда я приезжаю, хочу кушать, мне вот лень вот это вот все, камеру включать, штатив ставить, поэтому я вначале кушаю, а потом начинаю уже снимать и все остальное. Доволен всем. Сегодня был такой лайт, много, специально сразу изначально знал, что кататься не буду. В общей сложности на спидометре всего 40 километров накрутил. Надо признаться, сегодня я уже освоился, уже могу рассуждать потихонечку по поводу всего этого, что происходит. Наверное, давайте вот такой сейчас дам небольшое резюме вот от одной ночевки, одного дня катания. Однозначно мне все нравится. Единственное, наверное, по возвращению я буду еще чем-то дополнять автомобиль. Мне бы хотелось после катания душ принимать. Полноценный, не так с леечки там, а полноценный душ. Плюс не хватает мне маркизы. Знаете, вот есть на машинах такие маркизы у путешественников. Остановился, растянул, сидишь в тенечке. Наверное, буду думать по установке рейлингов на крышу машины и по установке маркизы. А так все супер. Опасения у меня по Крыму были следующие. Я переживал, что будет сильно жарко, но температура вполне приемлемая. Стоять вот, ну так, жарковато, стоять, сидеть. А ехать, кататься, ну, вполне отлично. Может быть, потому что я сегодня в горах, может быть, поэтому. Спущусь к морю, туда еще ближе будет понятно. Переживания были по еде, что, ну, будет невкусно и все остальное. Да нет, все отлично. Сейчас такие шикарные консерванты, сублиматы продаются. Разогрел и кушай, все готово. Не домашние, конечно, харчи, но вполне приемлемо. И по ночевке переживания, ну, вполне. Жить, конечно, так долго я бы не хотел, а вот так выбираться куда-то на природу, чтобы не привязываться к отелям, не привязываться к городам. Тут, конечно, на природе намного лучше тебе и дышится, и думается. Ну, вот как-то классно. Мне вот на этом этапе жизни мне это очень нравится, очень заходит. Я, конечно, не берусь спорить и говорить о том, что вот типа вот это классно, а отдых в отелях фигня. Ничего подобного. Я лишь говорю о том, что интересно разнообразие. Потому что вот сейчас, когда я там покатался, все, мне хочется искупаться. Да, мне хочется в отель, мне хочется сервиса, но я знаю, что я туда приеду, пробуду там 2 дня, как и обещал сыну и семье. И мне захочется уезжать, потому что, ну,
Там рамки определенные, а здесь их намного меньше. Красота! Чуть не забыл. Иван Штурман, друг мой, привет. Ты замечательный, талантливейший татуировщик, а еще с недавних пор и парапланерист. Мне кажется, тебе надо сюда. Я за этими ребятами весь день наблюдаю. Они летают вдоль всей горы, туда-сюда. По-моему, тебе надо ехать сюда и брать свой параплан. Решил возвращаться обратно, так же, как ехал вчера, по серпантину вниз в Ялту, потому что, не хочу сильно поздно приезжать в отель, хочу приехать еще пока будет светло, нормально разместиться и поужинать уже вместе с семьей. Так что я поехал вниз. Уезжая с этого места, я, пожалуй, пару слов скажу о нем и о своих личных впечатлениях от этого места. Что касается лично меня, у меня все шикарно. Я прекрасно переночевал, без всяких проблем. Все супер. Прекрасно покатался, несмотря на такую двоякую ситуацию с моим катанием здесь, потому что вроде как здесь заповедник. Я старался, конечно, сильно не съезжать с дорожек, но тут кто по-разному. Кто-то говорит, можно по грунтовым дорожкам ездить, кто-то говорит, только по асфальтированным дорожкам ездить. В общем, у меня все супер. С точки зрения туристического места и туристического потенциала, место шикарное, вопросов нету, но убивает, как всегда, вот эта хаотичная застройка. То же самое я вижу у себя в моих родных краях, в Домбае, да, в Эльбрусе, где вот так ларек на ларьке, магазинчик на магазинчике, никакого стиля. Каждый пытается захватить кусочек чего-то. Благодаря продажным чиновникам все там земли выкупаются в собственность, потом там непонятно что строится, и завтра уже даже новая какая-то там власть, которая хочет навести порядок, приходит, а уже не может, потому что все в частных руках и уже вот все есть как есть. Если вы будете в Ялте, однозначно поднимитесь сюда, если вас не пугают серпантины, приезжайте, место шикарное, виды просто сумасшедшие. Супер. Инфраструктура есть инфраструктура. Спасибо этому месту за гостеприимство, за спокойный ночлег, за красивые виды. Спускаюсь в Ялту и окунусь в атмосферу Luxury Resort and Spa. Буду со своими детьми купаться в бассейнах, 3 раза в день кушать и ходить ничего не делать. Но это только на 2 дня, обещаю. А потом, спустя эти 2 дня, нас ждет еще 4 дня путешествий по Крыму. Ровно за неделю до проведения байк-шоу «Ночных волков» «Крах империи» называется в этом году, мы побываем с вами на площадке проведения этого мероприятия у подножья горы Госфорта. Я хочу посмотреть и пообщаться с людьми, которые все вот это вот готовят, благодаря чьим усилиям это все потом так классно и красиво проходит. Я получил аккредитацию прессы, и ровно за неделю, повторюсь, до проведения байк-шоу мы с вами попадем туда и увидим всю эту кухню изнутри. Да, и в завершении я хочу сказать по поводу, почему именно я еду снимать это мероприятие. И почему я так, довольно-таки тепло отзываюсь об этом мероприятии. Во-первых, для меня это очень много воспоминаний. Я был на этом мероприятии 3 раза, причем на самых первых 3 мероприятиях, когда «Ночные волки» только начали проводить это мероприятие в Крыму, когда Крым еще был украинский. Вот. И вы знаете, я не принадлежу ни к какому клубу. Я свободный байкер, я катаюсь один.
Мне клубы не нужны, я путешественник. Но я с уважением отношусь к каким-то серьезным и классным мероприятиям, которые проводят те или иные клубы. Для меня нету клубы, которые я не люблю, там, которые хорошие для меня клубы, плохие для меня клубы. Я так не делю вообще. И вообще я стараюсь об этом не думать. Я делю людей на тех людей, которые мне приятные, и тех людей, с которыми я бы не хотел общаться. Вот и все. Так что в клубную тему не лезем, смотрим исключительно на мероприятия и на то, как к нему готовятся люди, артисты и все те, чьими руками это создается. Поехал я вниз, серпантины становятся все круче, поэтому перестаю болтать и берусь за баранку двумя руками. Вот такие тут поворотики под 90 градусов. Фишка еще в том, что у меня сзади прицеп, поэтому я вам скажу, я свой скиллс прям повышаю в этом путешествии вождения. Ну что, я приехал в отель Ялта Интурист. Сейчас пойду на ресепшн, попробую понять, готовы ли они принять меня с моей огромной машиной. Все, меня заселяют в Ялту Интурист на 2 дня, все отлично. Спасибо им отдельное за то, что вошли в мое положение по поводу автомобиля. На нижней парковке реально мне места нету, я там не развернусь. Есть небольшая парковочка наверху, как ехать в сторону Грин-парка. Они ее называют вертолетной площадкой. Ну вот еду на эту вертолетную площадку для того, чтобы там разместиться. Будет моя машинка на спецплощадке стоять. Красота! В общем, вот так вот припаркован мой автомобиль. Это место называется вертолетная площадка. И вот я приехал в гости вот к этому пареньку. У него завтра днюха, да? Сколько тебе лет завтра? 7. 7 лет парню уже завтра. Уже серьезный взрослый мужчина. Сейчас мы идем с ним. Он мне покажет все достопримечательности. Давай. Аквапарк мне покажет, горки и все остальное. Ну что, идем купаться в аквапарк? Поехали! Давай, первый пошел!